Приветствую вас, друзья, с вами как всегда Сурвагер, а на ваших экранах очередной 23-й по счету и первый в новом году выпуск новостей по игре 7 Days to Die. Поздравляю всех, кто выжил после празднования Нового года, и предлагаю вам очередную порцию новостей с официального форума о грядущей 17-й альфе. Недавно на форуме Роланд очередной раз напомнил о том, что последней альфой, которая в данный момент запланирована разработчиками до перехода игры в стадию бета, является Альфа 18. Множество контента может появиться в игре уже после релиза, потому список того, что планируется добавить до выхода игры в релиз, может показаться не очень длинным. Разработчики планируют поддерживать игру в течение как минимум 2 лет после релиза, и многие дополнительные функции и контент будут добавлены именно в этот период. О том, что игра приближается к релизу, говорит нам как минимум то, что в игре уже полным ходом идет внедрение сложной системы прокачки персонажа и добавление элементов RPG, которые, как мы помним, были из тех вещей, которые планировались разработчиками добавить уже ближе к релизу. Следующее, о чем мы поговорим, это полоска здоровья, споры о необходимости которой не стихают на форуме до сих пор. Полоска здоровья, которая была показана в последнем видео Джоэла, это был всего лишь концепт, а не окончательный вариант. Если помните, в прошлом видео полоска здоровья была показана у обычных зомби. Я предположил, что отображаться полоска здоровья будет скорее всего только у боссов. Со слов Джоэла, полоска здоровья – это один из нескольких информативных элементов, введение которых обсуждалось в основном только для групповых квестов, то есть для мультиплеерной части игры. По мнению разработчиков, членам команды, выполняющей общий квест или челлендж, может понадобиться дополнительная общедоступная информация о напарниках, такая как состояние здоровья или информация об их специальных возможностях или способностях. Но это все еще на стадии обсуждения. Наличие же полоски здоровья у боссов, по мнению многих игроков на форуме, это абсолютно лишнее, учитывая то, что в игре уже есть определенная система повреждений, такая как расчлененка, которую вполне можно было бы применить к боссам в качестве системы повреждений, и этот вариант, по мнению одного из программистов, вполне может понравиться команде. Лично мне этот вариант тоже больше нравится, чем обычная полоска здоровья. В общем, по этой теме пока информации мало, а потому делать выводы о том, что тут хорошо, а что плохо, тоже пока рановато, так что будем посмотреть. Умирать будет невыгодно. Сейчас многие игроки предпочитают убить персонажа, чтобы избавиться от тех или иных наложенных на персонажа отрицательных эффектов, а это значит, что штрафы за смерть сейчас весьма незначительны, и с этим нужно что-то делать. Пока неизвестно, будут ли в оригинальной игре увеличены штрафы за гибель персонажа, но со слов Роланда, после появления в игре атрибутов, после релиза 17-й альфы, модеры и администраторы серверов смогут легко изменить штрафные санкции за смерть путем внесения изменений в файле XML, тем самым сделав смерть очень невыгодным способом избавляться от негативных эффектов. Чтобы вы понимали, какие возможности станут нам доступны, поясню. К примеру, можно будет производить какие-то действия не только с характеристиками персонажа, такими как уровень здоровья, выносливость и прочее. Как я понял, действия можно будет производить и с предметами, которые принадлежат игроку. То есть можно будет, к примеру, уничтожить спальник после каждого респауна, повредить или уничтожить оружие или броню персонажа и так далее. Какие еще волшебные вещи можно будет вытворять с помощью XML после выхода 17-й альфы? Итак, изменять значение какого-то счетчика при посещении игроком нового биома, то есть это отслеживание смены биома. Накладывать какой-то эффект на игрока, если им были отремонтированы примерно 10 блоков за 15 секунд, то есть отслеживание событий за период времени. Накладывать эффект ошеломления, когда игрок встает после длительного нахождения в положении сидя, то есть отслеживание положения тела. Запретить использование двуручного оружия, если сломана одна рука. Или запретить персонажу прыгать при наличии сломанной ноги, то есть это отслеживание повреждений конечностей. Дать зомби случайные навыки или бафы, которые, к примеру, позволят им частично игнорировать защиту вашей брони или увеличат урон по блокам. Включать эффект размытия изображения на экране, если персонаж находится в состоянии алкогольного опьянения, и в зависимости от степени опьянения менять степень размытия картинки, и так далее и тому подобное. Грубо говоря, после выхода 17-й альфы мы получим в свое распоряжение такой себе конструктор Лего, освоить который смогут даже не имеющие навыков программирования пользователи. И многие игроки смогут воплотить свои идеи, которые они вынашивали долгое время, но не могли реализовать их в игре по причине отсутствия навыков программирования. А следовательно, через некоторое время на официальном форуме может появиться огромное множество самых разнообразных модификаций, как хороших, так и не очень, и каждый сможет найти модификацию по душе. Ну а самые лучшие модификации можно будет, как обычно, найти в соответствующем разделе на сайте 7daystoday.info. Следующее, что мы рассмотрим, это весьма объемный пост одного из программистов с ником Киньяджоу вперемешку с комментариями Роланда, в котором говорится вот о чем. Разработка 17-й альфы идет очень неторопливо, потому что многие изменения носят системный характер, и благодаря им многие старые и новые функции игры получат возможность взаимодействовать между собой.
Почти для всего контента, который добавляется в игру, предполагается наличие возможности управления и настройки с помощью XML. Причина, по которой многие вещи были переделаны, в частности это касается системы оружия и транспорта, кроется в том, что в игру были введены модификаторы предметов, обновленная система прокачки, навыков и эффектов, а также возможность всего этого влиять одно на другое. Далее пройдемся по каждому из направлений подробно. Итак, полная переработка предметов. В 17-й альфе, как уже упоминалось ранее, у оружия не будет частей. Теперь мы даже на начальных уровнях персонажа будем находить уже собранное оружие, а не его части. Это касается абсолютно любого оружия, а не только огнестрельного. Оружие, скорее всего, будет отвратительного качества, но будет большой шанс того, что на найденном оружии уже будут установлены какие-то модификации или обвесы. Обвесы и модификации можно будет благополучно снять и установить на другое оружие, совершенно другого типа. В отличие от обвесов, при снятии модификации будет шанс повредить или даже сломать оружие. Я думаю, что шанс сломать оружие при снятии модификации будет регулироваться особыми навыками или перками. Для модификации обвесов будет выделено 6 ячеек. Несколько аргументов от Роланда для тех, кто против новой системы модификации оружия и отсутствия возможности собирать оружие из деталей. Возможность находить собранное оружие никак не уменьшает интерес к поиску оружия в целом, и вот почему. На каждом найденном оружии с большой вероятностью будет установлена какая-то модификация, которую можно будет снять и установить на другое оружие. Найденное оружие можно будет разрядить, чтобы пополнить боезапас. Найденное оружие можно будет стандартно объединять на верстаке для получения более высокого качества. Модификации и обвесы будут более универсальны, чем части оружия, так как их можно будет установить на различные виды оружия, а не только на такое же, с которого они были сняты. Каждое отдельное оружие будет уникально, благодаря комбинации установленных модификаций и обвесов. Таким образом, если вы найдете пистолет с модификацией, которая уменьшает размер перекрестия прицела, и у вас есть дробовик, на который вы хотели бы установить такую модификацию, то вы сможете поступить следующим образом. Снять модификацию с пистолета и разрядить его, установить полученную модификацию на дробовик, и если у вас до этого был пистолет, то вы можете на верстаке объединить его с найденным пистолетом для повышения его качества. Ну а если вы все равно считаете, что это сильно упрощает вам задачу, вспомните о том, что перед объединением пушек на верстаке вам так или иначе придется сначала разрядить все объединяемые пушки, затем снять с них модификации обвесы, рискуя при этом их сломать без соответствующей прокачки, и только потом объединять. Кстати, можно ли будет на верстаке объединять модификации обвесы, пока что неизвестно, но мне кажется, что это будет возможно, иначе они не имели бы качества. Полная переработка дальнобойного оружия. Сейчас в 16-й альфе перекрестие прицела имеет совершенно одинаковый вид и размер, независимо от качества оружия и прочих условий. Также в данный момент форма и размер перекрестия никак не отражают точность и разброс оружия при стрельбе. Использование же оптических прицелов никак не влияет на точность стрельбы. Оптика сейчас используется исключительно как бинокль. В 17-й альфе с помощью модификаций и обвесов у оружия можно будет изменять такие характеристики, как размер перекрестия, скорострельность, точность, отдача, размер магазина и многое другое. Размер и форма перекрестия прицела будут для нас весьма информативны и в целом будут иметь огромное влияние на игровой процесс. На размер, форму перекрестия прицела и точность стрельбы напрямую будут влиять не только модификации и обвесы. Также на это будут влиять события, навыки и перки, имеющиеся у персонажа. То есть, как и упоминалось выше, все будет взаимосвязано. На начальных уровнях персонажа, имея оружие самого низкого качества, без модификации обвесов, область перекрестия будет намного больше, чем сейчас. В движении область перекрестия будет становиться еще больше, что даст нам понять, что точность стрельбы была существенно снижена. Если персонаж остановится и прицелится, то перекрестие уменьшится, соответственно увеличится точность стрельбы. А если прицелиться в режиме стелса, размер перекрестия станет еще меньше и, соответственно, еще больше возрастет точность. Как же будет влиять размер перекрестия прицела и его форма на точность стрельбы? Все просто. Стрелы, пули или дробь теоретически могут поразить любую точку в области, выделенной перекрестием прицела. Если вы будете стрелять и одновременно двигаться, размер перекрестия, соответственно, увеличится, и, соответственно, увеличится разброс, а точность стрельбы будет значительно снижена. В этом случае будет правильнее целиться в тело врага, так чтобы тело врага полностью перекрывало область, выделенную перекрестием прицела вашего оружия. Если вы в движении прицелитесь в голову, то, скорее всего, размер перекрестия будет больше вашей цели, и пули, скорее всего, не попадут в цель.
То есть логика такова, что пули будут в основном бить по краям зоны перекрестия и очень редко в ее центр. Стрелять от бедра на бегу в 17-й альфе будет крайне расточительно. Вы больше потеряете боеприпасов, прежде чем хоть один снаряд попадет в цель. Стрельба на бегу от бедра станет более-менее эффективной только при прокачке правильного набора навыков и перков, которые придется подбирать самостоятельно. Следующее, что мы рассмотрим, это прокачка персонажа. Новая система прокачки персонажа не даст нам возможности в кратчайшие сроки получить топовые навыки и перки. На это теперь придется потратить в разы больше времени. Плюс прокачка вашего персонажа будет замедлена с помощью различных болезней, отравлений и получаемых травм. Прокачка до максимального уровня здоровья будет определяться атрибутом стойкости, а вот что будет влиять на возможность получения максимального уровня выносливости, пока неизвестно. Общее состояние здоровья и wellness, хорошее самочувствие, будет определяться новой системой бафов. Это значит, что употребление еды, напитков и наркотиков, а также отравление ядами, пищевые отравления, хроническая усталость персонажа и прочие моменты могут быть событиями, которые будут более реалистично влиять на состояние здоровья нашего персонажа. Как уже упоминалось выше, персонаж также будет способен заболеть и потом соответственно выздороветь. Но как будет протекать болезнь, на что будет влиять наличие болезни, что нужно будет делать, чтобы вылечить персонажа, этой информации пока нет. Старая система здоровья, которая есть сейчас в 16-й альфе, по сути завязана на потреблении пищи для повышения уровня здоровья и выносливости. Плюс эти параметры всегда имеют одинаковое значение. Новая же система будет более гибкой и всеобъемлющей. Это значит, что у нас больше не выйдет одновременно повысить до максимального значения уровни здоровья и выносливости только за счет поедания в больших количествах мясного рагу в зимнем биоме. Следующее, что мы рассмотрим – эффекты. Эффекты по-прежнему будут иметь таймер обратного отсчета, который будет сохраняться при выходе из системы и возобновляться при входе. Сама система эффектов будет оптимизирована. Каждый эффект будет иметь 3 события. Это начало действия эффекта, обновление времени действия и окончание действия эффекта. Это позволит привязать наложение эффектов и обновление срока их действия к совершенно разным событиям в игре, от получения опыта и до установки блоков. Что касается характеристик одежды. Как говорит Джоэл, план состоит в том, чтобы удалить у предметов одежды все негативные эффекты. То есть по логике в 17-й альфе одежда не будет понижать или повышать температуру тела персонажа. Будет скорее положительное значение защиты от жары и аналогично положительное значение защиты от холода. То есть вещи больше не позволят вам остыть в пустыне или согреться в зимнем биоме. Это будет просто положительная защита, и зависеть она будет от характеристик, качества одежды, а также от значения уровня защиты. Другими словами, зайдя в зимний биом, даже в самом теплом пальто, мы так или иначе будем постепенно замерзать, но быстрой потере тепла будет препятствовать надетая на нас одежда. А согреваться, как я понял, нам придется возле костра или другого источника тепла, ну или пить согревающие напитки. То же самое касается и зон с повышенной температурой окружающей среды. Тут, думаю, придется организовать освежающий водоемчик на базе или поглощать освежающие напитки. По поводу того, можно ли будет поддерживать определенную температуру в закрытом помещении, то есть, грубо говоря, натопить, и чтобы даже при отсутствии горящего костра тепло некоторое время сохранялось, такой информации нет. Задал вопрос на форуме, но даже и без ответа с большой вероятностью можно предположить, что подобная механика не будет реализована, но как минимум в ближайшем будущем. Думаю, для этого нужна система постройки, основанная на фундаментах, как это сделано в Rust. Кстати, там буквально недавно механика отопления помещений была введена в эксплуатацию и вполне себе успешно работает. И напоследок несколько комментариев и ответов от Джоэла и Роланда на форуме. Итак, почему в игре до сих пор не было бандитов? Джоэл тут ссылается на последнее свое видео, в котором была показана анимация прицеливания персонажей в разные стороны, в частности вверх и вниз. Анимация, показанная на примере персонажа, также применима и к бандитам. По его словам, это была единственная причина, из-за которой бандиты до сих пор не были введены в игру. То есть с искусственным интеллектом все уже давно в полном порядке? Чё-то тут меня берут сомнения. Тем более Роланд говорит, что работа над искусственным интеллектом продолжается, но как там обстоят дела, неизвестно. Так или иначе, нам определенно стоит ждать в 17-й альфе бандитов и других NPC, пусть и с говёным интеллектом. Следующий вопрос такой. Если в игре планируется добавление зомби-боссов, то почему тогда был отменен бегемот? Джоэл говорит, что для бегемота нужно слишком много уникальных механик, а также особая логика поведения, из-за того, что он размером с нормальный дом. В данный момент будут реализованы боссы размером с обычного человека, так как это самое простое и быстро реализуемое.
Следующий вопрос звучал так. Как насчет наличия в зданиях работающих выключателей, с помощью которых можно было бы включать и выключать свет в исследуемом здании, а не только разбирать их на запчасти? Джоэл ответил, что это достойная для реализации идея, и он добавит ее в свой список. Также Джоэл уточнил, что если это будет добавлено, то большинство выключателей будут сломаны, но возможность отремонтировать различные устройства при наличии деталей – это всегда хорошо. Также на форуме развернулась дискуссия по поводу того, можно ли будет получить обратно часть стрел после их использования. Одни говорили, что стрелы нельзя собрать после выстрела, так как 90% из них ломаются или просто теряются. Другие утверждали, что можно было бы собирать с трупов сломанные стрелы и разбирать их на компоненты. Третьи предложили, если и делать стрелы возвращаемыми, то нужно увеличить их стоимость, но дать больше разнообразия материалов для их создания. А один из споривших пообещал сделать специальный мод, который позволял бы собирать стрелы после их использования, сразу после выхода 17-й альфы. На что Роланд ответил, дословно, возможно это и не понадобится. Ничего не обещаю, просто слухи о возвращении стрел. Ну и так по мелочи. Хорошая новость для тех, кто не бельмеса в английском и использует сторонние русификаторы. Со слов Роланда, русская локализация игры запланирована, но сроки не указываются. Также мастерская Steam недавно была косвенно подтверждена Роландом на официальном форуме. Такой вывод я сделал из ответа Роланда на пост одного из посетителей форума, особенно бомбящего от того, что игра слишком долго находится в альфа-версии и он вынужден мучиться с установкой модов вручную. Роланд порекомендовал отложить игру и вернуться к ней через пару лет, когда игра давно выйдет в релиз, и из мастерской Steam можно будет с легкостью устанавливать и использовать модификации на любой вкус и цвет. Сразу оговорюсь, чтобы вы не поняли меня или Роланда неправильно, пара лет нужна не для выхода игры в релиз. Через 2 года, по прогнозам Роланда, будет уже полноценно работать мастерская Steam, и именно через такой промежуток времени в мастерской будет достаточное количество модификаций. Ну что ж, друзья, это все, что мне удалось для вас наскрести на данный момент. Если вам понравилось видео, ставьте свой честный лайк и обязательно делитесь этим видео с теми, кому так же как и вам нравится игра 7 Days to Die и в целом тематика зомби-апокалипсиса. С вами как всегда был Сурвагер, увидимся в следующих видео, всем пока!